Привет. Ой, а Настя дома? Нет. Но она задерживается, сказала, ты можешь тут подождать. А, да, отлично. Спасибо. Чем займемся, пока будем ждать Настю? Ну, давай я тебе объясню, как управлять вертолетом. Я думаю, это классная идея. Ну так я хуйни не предлагаю. Как вы и сами могли заметить, вертолеты, да и в целом техника в Reforger живет крайне мало. Достаточно одного выстрела с РПГ или короткой пулеметной очереди, и начинается Mayday Black Hawk Down. С одной стороны, да, там это реалистично, ведь действительно техника на поле боя долго не живет, тем более если учесть то, как игроки ее используют. С другой же стороны, на технике все же хочется покататься, пофармить фраги, все-таки пожить более 5 минут и, ну, быть полезнее обычного крипа-технаря в скваде, тем более учитывая, да, там, сколько времени приходится тратить на повышение вот этого уровня. В общем, я покажу, как, по моему мнению, правильно пользоваться вертолетами в этой, без сомнения, прекрасной игре. Весьма вероятно, что кто-то показывал или пользовался данной тактикой задолго до этого видео, она довольно очевидна, но, как говорится, все гениально просто и все простое гениально, и не стоит заново изобретать велосипед. Однако, нечто подобное конкретно в Arma Reforger я не видел. Повторюсь, этот ролик будет в основном для пилотов, но можете что-то применять и на той же ЛВ. Самый главный момент, который вот казалось бы самый очевидный, само собой разумеющийся и всем известный, но на практике совершенно неприменяемый, это дистанция. Если вы хотите, как говорилось ранее, пожить дольше разогрева борща в микроволновке, возвращаться живым на базу, перезаряжаться и снова пафосно улетать в закат, строго держите дистанцию. Никаких прямых атак точки в лоб и пролетов прямо над головами, просто, блять, забудьте. РПГ-7 и условная Ксюха на солях оставляют от хуя ровным образом ничего. Большая высота и дистанция до точки сделают вас, ну, почти неубиваемым. К слову, не забудьте, что у РПГ-7 снаряд взрывается в воздухе, и осколки вас тоже могут убить. В том числе, кстати, пролетающая ракета. Второй момент — это количество одновременно запускаемых ракет. Мало кто знает, но в Reforge есть возможность выбрать режим запуска ракет. То есть вместо стандартного двойного выстрела можно поставить там 4, 6, 8 и более одновременно запускаемых ракет, что я, естественно, не рекомендую. Вместе с тем есть возможность выбрать, с какого именно блока произвести запуск. На Hue это максимально просто и наглядно, на Mi-8 в свою очередь немного свои особенности, но принцип работы вы поняли. Как по мне, лучший и самый там практичный вариант на Hue это стрельба по одной ракете. Сперва, например, с левого, затем с правого борта. Суммарно у вас 14 ракет, то есть это будет 14 отдельных запусков, и в теории при лучшем раскладе это потенциально 14 фрагов. В-третьих, это выбор снарядов. В силу того, что в 9 из 10 случаев будете работать по пехоте, то в основном стоит брать, естественно, ХАЕ ракеты. У них крайне хороший осколочный эффект, поражают на довольно большой дистанции, и даже если вы сразу не убьете, то оставите с некоторыми проблемами. При этом ХАЕ ракеты также хорошо там поджигают различные УАЗы, Уралы и даже бронированные Хамви. ХДП же в плане осколков на порядок хуже. Тем не менее, да, там сжечь БРДМ, БТР или Лав-25 это, собственно, за милую душу. Правда, встречается все это редко, и заряжать целый контейнер на самом деле не стоит. Как и не стоит брать вот этот крайний Хьюи, который, ну, полностью заряжен именно ХДП. Люди почему-то спавнят именно его. Первый контейнер я настоятельно советую заряжать полностью осколками, например, там левый контейнер. Во втором же можно чередовать ХАЕ и ХДП, благо Reforger это позволяет, и это максимально круто. Понять, какой именно снаряд выбран и будет выпущен, все это высвечивается снизу справа. В конечном итоге получаем следующее. Спавните на главной оперативной базе вертолет, заряжаете с одной стороны ХАЕ, на другой же стороне вот этот салатный микс, поднимаетесь на высоту и уже по информации на дистанции начинаете работать по точкам. По поводу информации, можете, естественно, работать по тем точкам, где вы знаете и уверены, что есть столпотворение недружественных солдат. Во-вторых, естественно, сообщите по радио, что вылетели и можете помочь. Рано или поздно кто-то
вертолета все-таки вас попросит. Между прочим, будете крайне полезны в защите точек, которые вот-вот начал забирать противник, особенно где-то там вдали от фронта. Как правило, при захвате все залазят в главную будку или валяются в самой ближайшей посадке, поэтому пускайте одну прямо в сарай, вторую куда-то в кусты. После этого точка снова-таки, как правило, прекращает мигать. Да и не стоит забывать про свободную охоту. На большой высоте хорошо видно вертолеты, удобно на них заходить. К тому же видно перемещение машин. Единственное, будьте аккуратны, потому что машины часто трофеят. Если увидели, что, казалось бы, дружественная машина при вашем появлении резко затормозила и из нее вылезли, лучше немного отлететь, потому что остановились они именно по вашу душу. В целом, постоянно держите в голове, что чуть ли не везде сидит РПГшник, даже на деревьях. Кстати, учтите, что боты с РПГ ничем не хуже того же Стингера. Есть, правда, еще один момент, я называть его не буду, но самые внимательные, полагаю, могли и сами заметить. На Ми-8 точно такая же тактика использования, только с поправкой на невозможность стрельбы конкретно с одного блока и по одному снаряду. Придется выпускать сразу в суммарном или 8, или 16 ракет. Помимо прочего, учтите, что настильность советских ракет хуже западного варианта. Если ракеты хуй летят чуть ли не по прямой, то у Ми-8, как мне показалось, довольно быстро начинают падать, но могу ошибаться. Ну и приятный пассивный бонус при игре за советов. У синих пока еще нет нормальной трубы, то есть сбить вас может только земля. Большинство синяков в плане уровня игры и интеллекта не лучше ботов, поэтому полет на Ми-8 это, как правило, сплошная фармилка, ну, в перерывах между борьбой со штурвалом. Контрмеры у такой тактики применения вертолетов тоже довольно очевидны. Это или ошибка со стороны пилота-игрока, или внезапное появление БРДМ, Лав-25 или другого вертолета. То есть чего-то прямо невозможного в сбитии такого вертолета нет. Буду заканчивать, надеюсь, хоть немного вам помог и сделал геймплей интересней. Спасибо за внимание.